Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание нашим долгам и поговорим о том, как долги могут высасывать деньги из нашего кармана, как от этого избавляться и как сделать так, чтобы в нашу жизнь все-таки всегда приходили только все самое лучшее: изобилие, богатство и благополучие. Об этом далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация будет достаточно полезна и важна. Вы знаете, наверное, все об этом знают, что деньги обладают собственной энергетикой, и нарушать которую можно только опрометчивыми поступками. Тем, кто стремится достичь финансового благополучия, стоит не только знать, но и всегда помнить, что вредные ваши привычки бьют по бюджету, и для этого нужно определенные делать действия, практики, чтобы навсегда распрощаться с бедностью. Конечно же, существует достаточно большое количество правил обращения с деньгами для того, чтобы в вашем кошельке никогда не было пусто. Но время от времени, конечно же, случаются ситуации, когда жить без долгов не получается. Но мы в этом видео рекомендуем вам познакомиться с практиками, с методами, которые помогут избавиться от долгов и кредитов, вернут вам финансовое благополучие и закроют все дырки, из-за которых деньги утекают, как вода сквозь пальцы. Вы должны помнить и знать о том, что каждый долг, каждый кредит, он изменяет энергетический денежный поток и, к сожалению, не в вашу пользу. Каждая сумма, даже незначительная, взятая в долг на время, ухудшает ваше финансовое положение и способна перекрывать все финансовые потоки, восстановить которые получается далеко не сразу. И мы рекомендуем отказаться от долговых обязательств. Однако, если долг у вас уже есть, то нужно понимать, чем он может обернуться для вас. Вы должны понимать, что любой долг, кредит, рассрочка, он нарушает финансовое благополучие и отталкивает финансовую удачу. Из-за долгов вы не можете привлечь материальное благополучие, к сожалению, никогда в жизни. И удача, она переходит от должника к тому, кто вам дал деньги. И вот такие энергетические привязки способны разрушить вашу вот ту настоящую жизнь, счастливую жизнь. Поэтому очень важно прислушиваться к тем рекомендациям, советам и как можно быстрее разорвать этот порочный круг, потому что долги, кредиты, они постоянно сосут у вас энергию. Особенно страшно и ужасно, когда у вас не один кредит, а у вас несколько кредитов, и при этом вы не можете погасить деньгами, которые вы заработали, ввиду разных причин, и вы начинаете брать еще деньги, еще кредиты, чтобы погасить первые свои долги и кредиты. И происходит вот такой вот замкнутый круг. А теперь представьте, что происходит в вашей энергетике и в вашем биополе. У вас появляются дырки, через которые уходит ваше финансовое благополучие, ваше изобилие и ваш достаток из вашей жизни. Вы должны об этом понимать. Поэтому, когда вам говорят: возьмите кредит, возьми в долг, возьмите в рассрочку, вы должны понимать, что это неправильная жизнь, так нельзя жить, потому что взяв сегодня кредит и закрыв свой вопрос или купив в рассрочку тот же холодильник, телевизор, мобильный телефон, вы сегодня получили удовольствие. Но таким образом в нашей с вами энергетике происходит дырочка. Да, именно дырочка. И из нее потихонечку начинают появляться финансовые проблемы. Вам урезали зарплату, сократили на работе, например, вашу должность, у вас случайно разбился телефон,
у вас случайно с машиной что-то произошло, нужно делать, покупать какие-то дорогие запчасти. И вот потихоньку вот эта маленькая дырочка, вы взяли всего лишь один кредит на холодильник, казалось бы. В вашей жизни начинает, знаете, вот раскачиваться маятник, который потихоньку, такая как воронка, начинает затягивать ваше благополучие. И к чему вы приходите? Вы в какой-то момент находитесь у разбитого корыта. И это очень ужасно, что многие люди, к сожалению, возможно, к счастью, этого не поминают. Поэтому, если вы одалживаете деньги, то помните, что если вы сказали, что вы отдаете долг в такое-то время, отдавайте. А лучше, если вы будете делать это раньше оговоренного срока. Даже если вы взяли сумму небольшую, каждый возврат денежных средств бьет именно по вашему личному финансовому потоку. Поэтому как можно скорее рассчитывайтесь и восстанавливайте энергетический денежный поток, который нужно развернуть именно в свою сторону. Вы знаете, деньги всегда прибывают, если искать способы развития, а не уповать только а как бы пройдет или как бы получится. Поэтому для того, чтобы у вас в дальнейшем не было этих вредных привязок в отношении кредитов, долгов, нужно не только привлекать деньги в свою жизнь, но и развиваться, чтобы повышать свой доход, находить новые источники для пополнения своего бюджета. Это может быть даже ваше какое-то хобби, которое приносит вам на данный момент небольшой доход. И знаете, вы должны понимать, что вы, как спящая красавица, вы должны разбудить себя и разбудить это свое хобби таким образом, чтобы вы смогли увеличивать свой доход, увеличивать свою прибыль. И помните, возвращать долги всегда нужно в срок, а также стараться отдавать деньги только в благоприятное время. Считается, что отдавать деньги нельзя в определенное время, для того, чтобы не провоцировать себя на бедность. И это ни в коем случае не отдавайте долги, кредиты, деньги во время религиозных праздников. Обязательно после захода солнца, по понедельникам, средам и воскресеньям и в период роста Луны. Очень важно, чтобы вы гасили кредиты на убывающую Луну. Даже если вы не можете всю сумму погасить, то хотя бы какую-то часть отдайте или хотя бы пару сотен рублей, но отдайте. Как бы это глупо ни звучало, но таким образом вы это делаете на убывающую, а не на растущую Луну. И также обязательно восстанавливайте свой финансовый поток. Поэтому всегда нужно отдавать деньги по правилам. Просто их сейчас запишите и запомните. Отдавать деньги всегда нужно по четвергам, пятницам и субботам, во время фазы убывающей Луны. Далее, через сутки после получения своего собственного дохода. И желательно отдавать мелкими купюрами и обязательно правой рукой. Это достаточно важно. Желательно к возвращаемой сумме добавить немного сверху денежек, чтобы финансовая удача от вас не отвернулась. И перед отдачей деньги обязательно пересчитайте несколько раз и попросите их вернуться. Это, казалось бы, простые, но с другой стороны, это золотые правила, которые, к сожалению, многих из нас не выполняют и не делают, игнорируют, думают, что это мелочь, что кто ж такое это придумал. Друзья, это наши предки, это народная мудрость, которая и шла с поколения в поколение. И сейчас мы пытаемся ее донести до вас, для того, чтобы вы знали и понимали, как все-таки правильно жить в отношении денег и денежной энергетики.